Привет, друзья! Сегодня задача с американского ЕГЭ. Вы обожаете такие несложные, красивые задачи. Что дано? Дан прямоугольник АБЦД, на стороне BC взята точка К. Оказалось, что угол БАК красный равен углу СКД красному. Красные углы равны. Еще раз напишу: альфа и альфа. БК 9, КД 20. И нужно найти площадь прямоугольника. Ну что ж, попробуйте решить эту задачу сами, а мы начинаем. Итак, внимание, что можно отметить здесь? Ну, здесь можно без дополнительного построения, рассматривая только красный и зеленый треугольники, решить эту задачу. Это решение я оставлю вам, а сам покажу чуть-чуть другое решение. У меня другой тренировочный замысел сегодня. Посмотрите. Вот синий уголок прямоугольного треугольника. В прямоугольном треугольнике сумма острых углов равна 90 градусов. Верно? Верно. Тогда и сверху синенький и красненький дают 90 градусов. Что отсюда следует? Что угол АКД прямой от развернутого БКЦ, который 180, мы отбросим синий и красный, который 90. Есть прямоугольный треугольник. Вот. И в нем я проведу еще и высоту. Вот это и есть дополнительное построение, хотя кто-то напишет: а зачем так заморачиваться, достаточно рассмотреть, ты треугольники, пожалуйста. Я не возражаю. Итак, есть прямоугольный треугольник, KH его высота, слева ABKH прямоугольник, значит здесь девятка, HD будет X. Все, теперь внимание, я воспользуюсь средним пропорциональным в прямоугольном треугольнике. В нем известен катет и проекция второго катета АК на гипотенузу АД. И я напомню теоремку, о которой мы много-много раз говорили. Крайне удобная вещь. Это как для программиста какая-то готовая подпрограмма. Зачем по новой рассматривать подобие левого, правого и большого треугольников, если сразу можно взять теорему о среднем пропорциональном. Напомню, если провести высоту гипотенузе, то высота будет средняя пропорциональная между проекциями катетов на гипотенузу, а каждый катет будет средняя пропорциональная между гипотенузой и проекцией этого катета на гипотенузу. То есть, если рассмотреть треугольник наш АКД, то катет КД в квадрате, то есть он есть среднее пропорциональное между гипотенузой АД и проекцией катета этого КД, то есть на гипотенузу, то есть HD отрезок. Правильно? Все. Вот все, весь труд. Хотя можно было и без букв сразу сказать, что вот это x плюс 9 это x, и записать, что 20 в квадрате равно x плюс 9 умножить на x. Вот, собственно говоря, все решение. Получается x в квадрате плюс 9x минус 20 в квадрате. Запишу так: 20 умножить на 20 равно нулю. Разобью на 4 умноженное на 5, 4 на 5. И легко сообразить, что 16 на 25 с минусом при 25 дает в сумме минус 9, то есть второй коэффициент с противоположным знаком, то есть по теореме Виета обратно, я получаю, что x1 равно 16, наш корень x2 меньше нуля. Все. Итак, мы нашли x равно 16. Вся гипотенуза, получается 25, это целая сторона прямоугольного. Ну, понятно, что из вот этого прямоугольного легко находим 12. Но запишу на всякий случай, чтобы не шумели, что KH получается корень квадратный из 20 в квадрате минус 16 в квадрате, это 12. Ну и теперь площадь нашего прямоугольника ABCD будет равна произведению AD, да, можно сразу на KH. И получается 25 на 12 300, и задачка решена. Все, ответ 300. Присылайте свои замечательные решения, ответьте: среднее пропорциональное и среднее геометрическое – это одно и то же? Или есть все-таки некоторые отличия? Будет интересно, если вы это знаете. До новых встреч. Ну, конечно, не забывайте поставить лайк. Этим мы продвигаем канал, алгоритм Ютуба и Дзена для новых зрителей. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока.